Start streaming. И смотрим, запустится или нет. Смотрим. Так. Да. Прям по той же ссылке, да, заработало? Да? Да. О, В подписках висит. Все все отлично. супер. Мне самое главное из этого перейти. О, все супер. Ну все, можно считать успех уже. Трансляция запустилась там, где надо. Так, сейчас, секунду. Дело сделано. Да, ребят, всем привет. Мы чуть пораньше начали, чтобы сильно не зафакапиться. Сейчас еще буквально... Всем привет. О, да. Спасибо, кстати, за тест звука. Если вы уже нас слышите, скажите, пожалуйста, как слышно меня и Даню. Так, а я хотел чекнуть... Да, вот эту штуку. Я себя пока уберу. Я же могу, да. Я могу сам себя послушать. Так, меня слышно. Так, а тебя? Сейчас, ребята, извините, я подожду, чтобы я услышал на стриме наши голоса. Так, кажется, Дани не слышно. А я пока молчу. А ты до этого что-то говорил? Я сам себя слышал. А, да? Все, тогда супер, тогда я могу не ждать. Все, тогда запустилось. Это тоже запустилось-то, понятно. Спасибо, да, привет. Давайте, смотрите так, да, я сейчас вступительное слово скажу. У нас это очередной из стримов, который проходит для ментор кампуса. Мы с Даней решили... Знаете, как я сделаю? Сейчас, секунду, я переключусь туда, чтобы у нас вот так поинтереснее было. Вот, мы с Даней решили на самом деле изначально сделать стрим по пайплайнам в АИшке, которые сейчас есть. Но потом что-то как-то разговорились, и я потом посмотрел, что LevelArt — это штука, которая у нас пока была никак не учтена, скажем так. Вот. Довольно много ребят, которые приходят и хотят вообще, в принципе, попробовать понять, что это такое, нужно им это или не нужно. Вот. Да, не как раз тот человек, который... А, кстати, сколько лет ты уже левел-артистом работаешь? Если не секрет. С 21-го года. С августа Вот. 21-го. 4,5 почти. Вот. Он прошел через многое, скажем так. Вот. Ему есть что рассказать, чем это отличается там от environment арта, вот, какие там особенности. У нас сегодня будет там стек вопросов определенно на эту тему. Мы вначале поговорим про level art. Вы, если хотите, тоже пишите ваши вопросы в чате. Потом во второй части мы перейдем к пайплайнам как раз, в том числе и как их можно применять там не просто для создания там отдельных процессов каких-то, а в level-арте в том числе. Вот, поэтому мы, наверное, начнем. Раз нас отлично слышно, тогда давайте с первого вопроса начнем. Расскажи, Дань, пожалуйста, чем ты занимаешься, ну, какой профиль мы уже затронули, вот. Да, и что у тебя вообще было, как ты к этому пришел? Ну занимаюсь, да, как сказали, левел-артом. Если просто сказать, то мы вместе с командой собираем игровые уровни. Тут очень важно сказать, что это игровые уровни, потому что они функциональны, в них можно бегать, в них можно играть. И это вот одна из ключевых особенностей как раз-таки работы в геймдеве как левел-артист, что мы не просто красивые картинки делаем, но еще функциональные пространства. Играбельный, да. Играбельные, да. Поэтому левел-арт, я бы сказал, вообще мультидисциплинарная такая профессия, само направление, потому что ты буквально находишься между отделами,
тебе нужно там условно какие-то источники от environment артистов, которые занимаются модельками на уровень разной сложности. То есть не значит, что они там горшочки и цветочки делают. Да, это какие-то hero-пропсы могут быть, огромные куски здания и так далее. Мы сотрудничаем точно так же, общаемся плотно с левел-дизайнерами, потому что, опять же, специфика такова, что они задают вот этот фундамент, на котором держится весь геймплей. Мы, в свою очередь, делаем его красивым, пытаемся в каких-то местах превосходить, да, но при этом все равно сохраняя играбельность А, всего этого дела. У меня есть еще один вопросик. Вот был ли у тебя момент, когда ты вообще думал, типа, в какой из векторов выбрать, да, куда идти, не знаю, там, делать там пропсы, условно говоря, или, может быть, там, не знаю, смежные вообще какие-то оружия там, или персонажей, или что-то такое. И потом вот как ты выбрал, почему левел-арт вообще? Да, безусловно, такой момент был. Вот, как, наверное, многие начинают. Сразу интересно все. Пробуешь себя в разном. И я вообще изначально там начинал с каких-то видосиков Vegas Pro, как мы с друзьями играем в Counter-Strike и Team Fortress. Вот, потом из этого дела там переросло в увлечение motion дизайном, какие-то там фрилансы, работа с графикой в целом, там, разработка систем коммуникаций. Вот даже в этом немножко поварился. Потом Это как увлекся коммуникативный дизайн? Ты вот в этом смысле? стратегией коммуникации, да, для Ага, компаний. У меня был прикольно. в течение года интересный проект тоже там с графикой связанный. И после этого как-то вот начало набирать обороты именно real-time движение. То есть, да, не надо теперь сидеть ночами, там, насиловать свою видеокарту, когда она что-то отрендерит. Ты такой, ё-моё, 60 кадров в секунду. Можно было, да. Это же будущее. Это же будущее. Да, и вот как-то просто из увлечения условно там новым технологией рендера, да, открыл для себя, что там можно делать персонажей, можно делать пушки, можно делать окружение, что-то там концептить, анимировать. Но каким-то поворотным этапом, не знаю даже. Я все это попробовал, там начал в зебре уродов всяких скульптить. Вот, понял, что окружение в целом доставляет больше всего удовольствия, и начал в эту тему погружаться. Тут что интересно, да, изначально вся эта тоже любовь была связана с каким-то увлечением там концепт-артом, когда чуваки делали какие-то большие висты, это все интересно смотрелось, захватывающе. Всё в этом больше драйва на тот момент для меня было, поэтому увлекся именно этим направлением. То есть у тебя вот эта вот классическая Хотя штука, когда ты, грубо говоря, хотел быть ответственным за как типа финальную сборку картинки, грубо говоря, да, из там всего многообразия объектов, которые вообще в целом создаются для игры. То есть как финальный мгм. такой этап, скажем. Да, и в самих играх тоже ты бегаешь в окружении, тебя вот оно окружает, как бы это ну, это странно не звучало, да, но при этом понимаешь, насколько оно вот, какую ключевую роль всё равно играет в этом геймплее, даже в каком-то нарративе, продаже эмоций, просто погружение тебя внутрь всего этого. И этот клубок вот стало очень интересно распутывать, ну, искать какие-то там методы, как это все работает, повествование через окружение, какие-то приемы со светом, психология цвета, вот работы, формы, все вот это так затянуло, что, Ну, это ты да, в понял, процессе в как бы Level начал Art. уже набирать, да, знания вот эти? Да, да-да, да. Ну, в процессе, я имею в виду, даже на домашнем обучении, ты в это играешь, там находишь Мгм. какие-то соседние ресурсы и постепенно в это погружаешься. И да, захватило просто с головой. Понял, что там огромное поле исследовать, экспериментировать. Наверное, просто показалось это реально захватывающим приключением. М. А, у меня такой вопрос, тоже не все всегда понимают, и вообще в целом это от студии к студии, от игры к игре, наверное, бывает по-разному, но можешь ли рассказать про скиллсет вообще, который нужен, да, там, не знаю, нужно ли там уметь моделить, например, да, или там, не знаю, какие там точно базовые навыки нужны, чтобы там, ну,
начать, наверное, с чего-то, да, и какие нужны дополнительные, чтобы там на хорошем уровне, там на сеньорском, допустим, находиться. Да, понял. Базовые навыки, наверное, их можно так назвать. Те, которые условно нужны, чтобы на позицию джуниора попасть. Безусловно, это навыки понимания, владения какими-то базовыми свойствами композиции, да, какие характеристики вообще есть у пространств, может, у объектов, как работает окружение в том плане, что, опять же, у всего окружения должен быть функционал, он этот заложен по проекту. Вот, научиться хоть какие-то такие смыслы ловить в повседневных своих делах, интересоваться, быть открытым к новым каким-то опытам тоже, да, не только, например, в тех же играх искать ну, референсы, то же самое вдохновение. Например, смотреть фильмы, смотреть, как там устроена картинка, потому что вот это все создает на самом деле такие навыки небольшой режиссуры того, как ты можешь выстраивать локации, конкретные шоты в них делать, вести игрока через свое окружение. Поэтому хотя бы на базовом уровне вот этим интересоваться, знать о свойствах, говорить, что тебе нравится, увлекаться фотографией. Вот, помимо таких любознательных опций, наверное, очень круто иметь навыки моделирования, потому что, опять же, А вот на каком уровне? Кажется, да, не завис. Давайте сейчас подождем немножечко. О, ты вернулся. я вернулся. Да, Отлично. ты как будто бы зависал, ну, чуть-чуть. Да, мы остановились на моменте, когда ты начал говорить про навыки моделирования. Да, из навыков моделирования на базовом уровне, опять же, понимание того, как работает модульность в играх, условно понимать о том, то, что мы не строим все объекты уникально, да, то, что у них есть какие-то части, которые можно переиспользовать, то, что эти части укладываются в определенные метрики. Мгм. Э, Даже просто базовое понимание там классических пайплайнов, того, как работают пропсы, как они строятся, то, что есть бейк, что такое нормали, да, как текстурить, в чем это текстурить. Это значительно, наверное, повышает шансы того, что эти скиллы будут только развиваться, когда на позицию джуниора придешь. Извини, пожалуйста, я хочу тогда вопрос задать, пока мы здесь еще находимся. Вот ты сказал, что вот эти базовые навыки, типа там вот по всем этапам пройтись, там лоу-поли, хай-поли, там бейки, нормали. То есть, по сути, это как бы инвирные знания, да, и вообще можно ли сказать, что это прям must-have, вот эти знания, да, или можно начать, например, не умея моделировать? То есть прийти на позицию левел-артиста, джуниором, например, но не знать там, например, из каких этапов там создается пропс, да, или, например, не уметь руками самостоятельно моделить. Вот возможно ли это? Или это прям обязательный навык? Тут за все, наверное, компании не могу сказать и студии, но мне кажется, это станет решающим вопросом между, условно, двумя кандидатами. Когда один умеет моделировать, да, а другой никогда об этом не слышал и, условно, просто любит там из Мегаскана ассеты вытаскивать и сценки Мгм. красивые собирать. Вот это тоже, безусловно, классный навык, особенно если сцены получаются невероятно крутыми. Ну, это больше про художку, наверное, да? Такое вот как раз ощущение, Да, да, типа. да. Вот, но тяжело ответить за все студии. Я бы сказал, что эти навыки на базовом уровне, опять же, пройтись по этапам, понять, что такое топология, что треугольники не страшно. Даже вот этого знания будет достаточно, чтобы там отличать выгодно себя от людей, которые вообще никогда не моделировали. Так что да, учитесь моделировать. Тогда у меня вопрос такой, да, вот мы вроде разобрались, ну, приблизительно, да, какие навыки нужны на, скажем так, на джуновском уровне, да, чтобы влиться вообще в вот этот левел-артовый движ.
Вот. И что можно докинуть сверху, да, если говорить про позицию там сеньора, например, да, или лида вот в левел-артисте. Насколько сильно они отличаются друг от друга? Здесь большая разница будет в количестве той ответственности, которой сеньорский левел-артист берет на себя, и тех зон ответственности, которые он покрывает. То есть он не просто может получить задание как джуниор и по референсам, например, собрать что-то простенькое, условно домик, когда все понятно, когда очень мало неизвестных в задаче. А сеньор– тот человек, который эту задачу может декомпозировать для других, да, отвечать за какие-то большие зоны, собирать ключевое видение по зонам, дальше его масштабировать на всю команду. И в целом из сеньорской позиции специфика такая, что этот человек уже непосредственно с командой работает и отвечает за уровень, вообще за самочувствие, да, там команды в некоторых случаях, что они делают, Успокаивать как они вовремя это или делают, подгонять наоборот? вовремя успокаивать. Да, подхватывать, вовремя замечать какие-то просадки, которые там ввиду неопытности. Кажется, все нормально идет, да, это на самом деле вещь, которую там можно эффективнее решить. Вот, поэтому, да, сеньорская позиция предполагает, что о проекте ты знаешь практически все, возможно, все. И из любой ситуации умеешь находить выход, даже самый сложный. А насколько большие команды вообще, вот если про левел арт говорить, вот у одного сеньора, грубо говоря, сколько человек, ну, реально вести? Тут, наверное, опасно говорить прям точное количество. Ну, я имею в виду, чтобы так не умирать. Понятно, что там скалирование может быть, там, не знаю, да, Мгм. 15-10 человек. Да-да-да. Ну, такое комфортное, А, скажем так. наверно, комфортный уровень- это вот человека до 5, наверное. Это до 5 человек, которые, возможно, даже с тобой работают на одной зоне. Это Мгм. самое комфортное, что можно представить. Потому что, опять же, за координацией у людей все равно приходится тратить ресурсы, время, не только свое, да, но и время людей, когда они могли бы просто свои задачи выполнять. Вот, и, конечно, вопрос масштабирования тоже интересная тема. И тут тоже сеньору нужно в целом понимать, какие там методологии есть. Опять же, да, смотреть за ресурсами не только себя, но и команды А ты имеешь в виду масштабирование всячески команды понимать. именно? Типа, если там, грубо говоря, вы, ну, либо там нужно по времени уложиться, да, в определенные сроки, либо там количество контента какого-то не хватает, да, в этом случае увеличивается команда, и ты вот говоришь, что ну, типа, здесь нужны там какие-то способы, да, как эффективно организовать работу такой команды, когда и там ее количество, ну, в целом увеличивается, да, вот, неважно, там, с 5 до 10 или там с 3 до 8. Вот, как в связи с этим, собственно, вопрос, как, сейчас подумаю, как сказать, какие способы, в общем, можно применять для разделения работ, наверное, между ребятами, не знаю, группировать их как-то, да, там вот один отвечает, там, не знаю, там за материалы, например, другой там за, не знаю, что-то еще. Вот расскажи, как это лучше всего сделать. Какие практики есть? Опять же, этот любимый ответ "it depends". Да-да-да. Но в целом, да, каких-то прям общих правил не то чтобы можно из этого вынести. У каждой ситуации уникальны в той или иной мере. Но в целом, а, опять же, тебе нужно понимать сильные, слабые стороны твоих ребят. Мгм. Да, во многом даже это может сыграть какую-то ключевую роль в том, чтобы избежать, например, дополнительного масштабирования за счет подключения других людей к этой задаче. Возможно, точно так же срезать вот эти риски с помощью какой-то более тщательной подготовки, да, тех задач, которые ты выдаешь. И в целом грамотного позиционирования этих задач и трансляции их в команду. То есть ты такой мостик, который в целом все неопределенности для более младших сотрудников должен решать. Вот, при этом, да, не забывать о том, что они тоже должны расти, поэтому
аккуратненько какие-то зоны ответственности также ребятам делегировать. Вот. Но Там, самое, наверное, больное, да, это вот количеством людей все вопросы решать. Но зачастую, если определенные рамки времени есть, да, можно пойти и искать компромиссы разного характера, опять же, не в ущерб там какому-то качеству, да, но просто более эффективные способы, как можно одно заменить другим, каким-то более интересным, может, даже более интересным, но простым в плане реализации. у меня тут в процессе возник вопрос. Сначала, сейчас, мне кажется, я его уже забыл, потому что Саша Карбарыдин писал: надеюсь, Дань, у тебя сейчас комфортный размер команды. Ты в чатике, может быть, видишь. О, Саня, привет. У меня пока этого комментария нету. А у тебя, знаешь, может быть, чат переключен на только интересные сообщения, скажем так. Ты, Саша, извини, что ты попал в неинтересные сообщения. Это YouTube посчитал тогда, мы тут ни при чем. Я, на самом деле, вот вопрос, который у меня возник, он таким плавным мостиком нам послужит для следующей темы. То есть вот как обычно происходит, как приходит работа, скажем так, в вас, да? И в связи с этим, ну, я так понимаю, что не всегда понятно там, как должна выглядеть финальная картинка, скажем, да? Наверное, не всегда присылают концепты, да, финальной картинки. Или присылают, может быть, недостаточно детально, да, и там многое приходится додумывать. Вот интересно, какой процент приходится додумывать, да, и какими способами вы пользуетесь, чтобы... Не так скажем, не вы пользуетесь, да, чтобы лишнего не сказать, а какими способами можно пользоваться, чтобы довести вот эту входящую информацию до такого состояния, чтобы с этим можно было дальше там эффективно работать. Тут тоже важно, чтобы у человека было какое-то свое видение финального результата. Вот. Не всегда оно, конечно, есть, но круто было бы его иметь или формировать по ходу дела. Вот. Какой-то результат он должен быть, кем виден, чтобы, опять же, это на команду можно было проецировать и двигаться к какой-то цели. В плане того, что не всегда может приходить какое-то четкое, да, ТЗ, это на самом деле не всегда плохо. Это дает, опять же, команде интересные возможности по-своему решить задачу, да, вот как раз включить то творчество, поискать новые какие-то ключевые референсы подсаппортить, хочу сказать, Мгм. поддержать идею того, что тебе пришло, чтобы оставаться все-таки в рамках задуманного, да, но вот там почему-то у человека не сложилось найти интересное какое-то решение. Ты вот залез на Pinterest, ты случайно его увидел. Точно так же это можно предлагать, потому что уровни коммуникации тоже разные бывают в командах. Идеально, когда есть просто влияние на процесс, не просто то, что на тебя задачу Мгм. скинули, а ты все еще как бы просто должен довести условно эту локацию до финальной точки. При этом, да, тебе дают вот разные оси свободы, в которых ты можешь действовать и что-то совместно решать. Ну и чтобы эта интеграция получилась, да, вот сейчас на помощь, например, могут прийти нейросети, Е. условно, если, да. Хорошая подводка получилась. Да-да-да, Потому извини, продолжай. что, да, зачастую левел-артисты получают на руки какой-то грубый меш того, как должен выглядеть уровень, опять же, вот геймплейный блокаут, на котором нет ничего, кроме там серых коробок, оранжевых коробок, каких угодно коробок, которые хоть как-то просто обрамляют пространство. И тебе, как художнику, да, надо вот этот вижен поймать, понять, что вот эта коробка, скорее всего, какая-то бочка, вот это может быть заправкой. Здесь, скорее всего, хотели комнату уборщика сделать. Мгм. Возможно, даже где-то туалет находится, потому что пространство эффективным должно оставаться, реалистичным, даже в играх.
Даже где-нибудь там на военной базе в Арктике. А как, вот смотри, Вот. еще один родился вопрос. Вот когда вы видите, грубо говоря, вот это все представление, да, в виде кубов, что-то понятно, там как-то обозначено, видимо, подписано, может быть, да, вот во входящей информации, что здесь должно быть вот это, здесь вот это, а какие-то там, может быть, не там первостепенные, второстепенные объекты, они, ну, типа, могут быть какие-то любые, да, вот в этом сеттинге. Вот как вы, как этот, скажем, процесс настроен, не знаю, вы там брейншторм какой-то устраиваете или директивно, или вы там с другим отделом как-то общаетесь, который вам говорит, там, не знаю, с концептерами, например, да, что здесь должна быть вот эта вот штука, и она там должна как-то по-особенному выглядеть. Вот интересно просто, как вы приходите в итоге к тому результату, который в итоге в игру уходит. Мгм. Есть такая вещь, как точка интереса тоже. Условно, можно начать, опять же, разработку с каких-то ключевых ракурсов, которые наиболее значимы для локации. И тут уже как ресурсы позволяют, да, безусловно, пользоваться можно поддержкой концепт художников. Опять же, от тебя должен прийти или от заказчика какой-то бриф на это все. Может быть, на ресерч, когда там условно такая тоже общепринятая практика вот этого blue sky концепта, Это что когда такое? ничего не решено и нужно что-то придумать. М, Ну, буквально чистое небо перед тобой. м. Вот, и все, что ты сможешь придумать, предложить, это, по сути, вот тот этап, когда, опять же, включается вот этот брейншторм, да, разными сотрудниками, разными отделами, которые в целом ответственны за level art или просто там арт-директора какие-то, арт-лиды, может быть, подключаются. Всегда по-разному бывает. Вот, но обычно, да, это не просто коробки, это все-таки какой-то детализированный блокаут, который находится в сеттинге, Мгм. и в целом у тебя достаточно контекста для того, чтобы в эту сторону начать углубляться, искать какие-то дополнительные ресурсы, чтобы начать формировать свое представление вообще о пространстве. У меня тогда еще один вопрос. Есть ли какие-то штуки, которые нельзя делать, да? Ну вот с точки зрения именно продакшена, да, может быть, что-то ты вспомнишь такое, что первое в голову приходит, и что нельзя делать с точки зрения, там, например, копирайтов, да, вот я не знаю, вы не можете сделать там какую-нибудь там, не знаю, закусочную, да, или, может быть, даже не подписывать сверху, что Макдональдс, да, но какие-то узнаваемые элементы там не можете использовать, или что-то вот в этом ключе, вот можешь рассказать? Мгм, мгм. В плане того, что не стоит делать, наверное, в рамках процесса, это вот нарушать какую-то отработанную уже последовательность разработки такого окружения. Потому что, опять же, каждому этапу свое время должно находиться, и желательно каждый этап как-то закреплять в виде того, что, ну, вот эта условно точка невозврата, да, дальше развиваем вот эту идею. Мгм. В какой-то момент генерация идей должна остановиться. Вот. Либо на классной идее, либо когда время кончилось. Как бы грустно это ни звучало. В плане того, что нельзя по лигалу, тут опять же, да, у всех разные какие-то заключенные сотрудничества. Вот, общей практикой, наверное, такой common sense, просто правило хорошего тона, естественно, не делать референсы в сторону каких-то известных брендов, реальных, может быть, событий, не всегда даже спорных, да, А что когда тут? А, тебе события кажется, имеешь в что, виду, типа башни-близнецы? ну, допустим, да, башни-близнецы. То есть вот для этого нужен определенный человек, который отвечает за Мгм. это событие в тиражированных каких-то медиа. Мгм. И, наверное, вот у него стоит заказать консультацию. Вот, но этим всем отдел лигала занимается. И в целом, да, многие, опять же, этапы работы, они с этим отделом сотрудничают. То есть если получился какой-то визуал, да, там, возможно, отправить его на проверку, получить ответ, что вот это стоит поменять, потому что у этого есть какое-то отображение в жизни,
возможно, какой-то там с негативной коннотацией, да, может, с каким-то странным образом, с которым не хочет ассоциироваться продукт. Но это в основном, да, головная боль отдела лигала. Ты просто Мгм. вот в рамках такого. А а, когда-нибудь Да. встречались такие моменты, может быть, не знаю, может, не конкретно у вас, может, я из практики слышал, что там какой-то момент похож, ну, визуально, я имею в виду, какая-то там часть уровня, часть карты похожа на там, какую-то другую игру. Или, например, блин, мы не можем это делать, потому что это было там, не знаю, в какой-то игре. Это слишком похоже там на другую игру или что-то такое. Я слышал недавно, по-моему, в Battlefield 6 в редакторе карт запретили делать карты из Call of Duty. Типа повторять один в Вот, один то имеется в есть, виду. ну, видимо, даже близко, да, не стоит этого пытаться делать, А как они потому это что, опять же, может... контролируют? Да, наверное, если такая карта станет популярной, А, вот как раз-таки отдел лигала или, может быть, юристы придут к тебе и забанят. мне интересно, как это в Fortnite решается. Потому что там же, ну, по сути, тоже вообще что угодно можно делать. Интересно. Вопрос реально интересный, да. Мне кажется, для этого там отдельная область людей, которые вот любят по грани лезвия ходить. Но у меня есть такое ощущение, что там даже банили, по-моему, какие-то уровни, которые копировали какие-то игры. Что-то, то ли, по-моему, недавно я натыкался на какой-то видос, где в Fortnite там же появился режим от первого лица, и там, по-моему, какие-то карты из Counter-Strike собирали. Ну, типа вот, знаешь, типа Dust, вот эти всякие, знаешь, которые очень Мгм. похожи. И, по-моему, вот я не знаю, честно говоря, чем все это закончилось, но наверняка, короче, это не просто так не проходит. Вот, окей, ладно, давай тогда вернемся к второй нашей части, которую мы немного затрагивали, да, это к поиску идей. Сейчас, понятно, появляются довольно много инструментов. Вообще, я хотел сказать, что ну, если не знаю, кто в контексте, не в контексте, что я сам увлечен нейросетями, аишками, пайплайнами особенно, как их можно применить в геймдеве, в продакшене, да, при разработке там объектов каких-то, при поиске идей там и так далее. Вот. И так получилось, что у Дани интересы, ну, схожие, вот, и вот мы иногда перекидываемся каким-то там, не знаю, информацией какой-то, да, там что-то новое вышло, что-то появилось, какие-то модельки новые, вот, тестируем, вообще пытаемся, ну, как-то на переднем крае находиться вот этих изменений, да, и, ну, не просто смотреть, да, за новостями, там, что появилось, о, прикольная моделька вышла, вот, а именно смотреть на это в контексте того, как это можно применить в реальной работе, да, и как можно ускориться, да, как можно там с одной стороны, себя подсуппортить, а может быть, даже в какие-то моменты избавиться, там, не знаю, от какой-то... Про рутинную работу, наверное, рано еще говорить, вот, потому что нет, наверное, инструментов, которые вас сейчас избавляют от этого, вот, но есть инструменты, которые могут уменьшить там количество итераций каких-то, например, там, того же поиска. Вот, и мы сегодня тоже про это хотели бы поговорить. Вот, почему? Потому что не, возможно, секрет, возможно, не секрет, но я, по крайней мере, постоянно про это говорю и у себя в телеге, и вообще, я не знаю, в LinkedIn про это пишу, и вообще всем, всем говорю, вот что кричу из окна буквально о том, что эта штука уже используется в продакшене, можете на слово верить, я вам не буду подробно говорить, вот, но просто Яишка уже используется при разработке игр. Вот. Видите вы этого или не видите в играх, да, но сейчас, возможно, немножко рано об этом говорить, да, потому что цикл разработки, там, условно говоря, 3-4 года на игру, вот, и через условные 2 года, наверное, да, вот Game Awards, если вы сегодня смотрели, вот игры, которые будут выходить, я почти уверен, что ну, больше 50% их, скорее всего, при разработке использовались те или иные нейронки. Вот, поэтому я считаю прям необходимым сейчас уже быть в курсе вот этих изменений. Вот, и как раз Даню попросил показать что-то интересное, что он ресерчил на эту тему. И, в общем, давайте, наверное, сразу перейдем к твоему стриму. Вот, и по ходу уже посмотрим, и если какие-то вопросы у вас будут появляться, опять же, пишите.
Вот, единственное, что я хотел сказать, ты специально, наверное, сдвинул, да, что у тебя серый просто экран, или это со стримом что-то? А, все, Нет, отлично. просто специально сделал. Давай, тогда я переключаюсь на твой экран. Все, можно, да, Ага. начинать. Да, в целом, просто в рамках этого стрима хотелось показать такую небольшую ретроспективу опять, что мне удалось за некоторое время попробовать, с чего это начиналось и к чему это, собственно, уже сейчас может привести. Подготовил небольшую презентажку, и вот условно в далеком 22 году, Твоя первая сейчас генерация. проверим, что картинка, да, идет отлично. Да, в далеком 22 году была какая-то первая версия вот этих Diffusion моделей. Без чата GPT приходилось открывать командные консоли, смотреть в эти программистские IDE-шки, пытаться запустить код, чтобы что-то сгенерить. Вот. Если я правильно помню, здесь Эйфелева башня в стиле Бексинского, вот этого польского художника ужасов. Это одни из Потому что первых тогда, твоих мне кажется, генераций, да, так понимаю? это, да, буквально самое первое, что я у себя на компьютере нашел. Но я помню момент еще, по-моему, на Твиче Google стримил, трансляцию вел какой-то вот галлюцинации нейронной, когда можно было в чатик написать, М, попросить что-то сгенерить, и она в течение какого-то вот времени трансформировалась на Да-да-да, я экране. помню эту тему. Вот, там алды, ставьте лайки, как там говорят. И это все, да, очень быстро на самом деле трансформировалось. В какой-то момент терял интерес, условно возвращался. И, например, через год, да, я понял, что в целом-то можно создавать картинки и собирать из них какие-то интересные анимации. О, прикольно. Это все Потому что, твое? опять же, да, мы тут вместе делали парочку работ с моим прекрасным другом. Вот. А где вы это делали? А, мы это делали в блендере. И получается, это А, то есть вы очень моделили простая. какую-то геометрию простую, да? Да-да-да-да-да. Это Мгм. мы делали в блендере с помощью простых проекций. То есть буквально, если кто-то смотрел Яна Хуберта, его вот Lazy туторы, мы буквально проецируем картинку на объект, как-то меняем его, и, по сути, текстурируем сцену из одного ракурса. О, прикольно. То есть, короче, получается, вот средняя картинка, которая под 2023, это вы сгенерировали несколько слоев, поставили их в блендере друг за другом, заанимировали, да? И получилась, ну, типа, такая видяшка. Да, да, то есть вот здесь вот там работа обычная с параллаксом, как это делают М. условно в настоящих мультфильмах, когда двигают несколько слоев вот этой пленки, Крутяк, а у вас какой-то и за счет... постпродакшн был поверху? Потому что вот цвет, который пробегает по переднему плану, это Это все в постэффект? блендере. Нет, это А. в блендере сделано. Это реальный источник Я хотел пробегает найти, света? да, проект, файл Мгм. проекта, но не нашел. Получается, это плейн, на котором текстурка заката, а мимо нее приезжает такая моделька, как QR-код. Не QR-код, а просто штрих-код с М. разными толщинками. Получается, одна плашка закрывает источник света, другая открывает, и сквозь него Прикольно. видно вот эту текстурку. Да, вот в целом, как это выглядело у меня дома, вот выглядело это примерно вот так. Ты сидишь и такой: "О да, надеюсь, нейросети отберут мою работу". То есть листики, они это, в принципе, листики на плашках, я так понимаю, которые и там из эмиттера куда-то вылетают. Да, да, да. То есть это кусочек вырезанного дерева, который просто спавнится в разных местах, чтобы какую-то Мгм. плановость создать в картинке. Прикольно. Но Да, все это было. на тот момент, я так понимаю, ну, типа, видеогенераторов такого качества не было тогда еще. Это начало Видеогенераторы, 23-го, да? да, я вот, к сожалению, за ними не так активно следил. М. Ну, у меня Да, но есть в ощущение, что целом, да, что не было еще тогда таких. да, в целом на волне популярности
аниме-движения вот в этих генерационных модельках. Мгм. Тоже было интересно посмотреть. То есть там все смеялись: "О, классные персонажи можно генерить". Я такой: "Так, ну вообще-то за классными персонажами еще инвира неплохая. Подождите, с этим можно что-то придумать". То есть, в И да, принципе, это вот в таких да, извини, экспериментах пожалуйста. выражалось. То есть, получается, все сгенерено, просто вы потом это нарезали и на слои распихивали, там, добавляли постэффекты какие-то. Да, и получалось Да, такие да, да, да. приколы. То есть это такая 2,5D Ну да, ну да. сценка. Композ. Композ внутри блендера, в котором можно Да-да-да. делать все. Кайф. Да, вот в таких экспериментах это выражалось. Не знаю, наверное, в это время происходило что-то более значимое, но на тот момент мне вот этим интересно было заниматься. И уже в 24 году, то есть тут получается 1,5 года, наверное, прошло, э, начал экспериментировать с тем, что, по сути, можно с помощью ControlNet, это модуль, который позволяет создавать глубину в изображении и просто генеративной модельки, ну, понимать контекст, в котором она в глубине сцены находится. И тут я понял, что в целом-то можно вот этот этап блокаута каким-то интересным методом в плане того, что ты понимаешь условный direction, ты можешь написать промпт того, что ты хочешь видеть, все это подружить. То есть вот этот этап, когда тебе в воображении либо в самом редакторе нужно было что-то подбирать, искать, дружить, он как будто становится сильно короче. Понятное дело, что тут такие прям галлюцинации, А это поэтому генерации тут уже на основе блокаутов каких-то или... да-да-да, у меня блокаут следующей картинки лежит. М, Вот. По сути, да, здесь только источники света в блендере и очень грубые формы. И там что-то условно "Токийская ночь", улица, фонарь, аптека. мгм. Вот, и эту тему как-то захотелось дальше развивать, блокаутик. То есть он тут уже немножко более вперед ушел в плане разработки, да, в каком-то нарративе, который мне тогда понравился. А сейчас он стал таким полигоном вообще тестирования того, что вот нейронки могут предложить в плане, опять же, ускорения какого-то этапа препродакшена, когда у нас есть серые коробки, базовый контекст, желание и к чему-то прийти. И, по сути, это инструмент вот такой визуализации, когда ты можешь получать множество М, вариантов. Прикольно. Да, и, по То сути, есть, извини, пожалуйста, вот ты сейчас сверху показал, это картинка, которая, да, была, это вообще без Мгм. какого-то китбаша, без... это просто вот из блендера, грубо говоря, скриншот, да, из вьюпорта. Да, 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 картинка сверху — это вот Blender файл. Ага. И на основе нее ты, соответственно, дальше вот генеришь вот то, что у тебя под 2025 находится. Мгм. Да. То есть на входе у нас буквально картинка из блендера, вот этот обработчик канала глубины и промпт. То есть текстовое описание того, что мы хотим видеть. И, Что в соответственно, каких местах находится. никаких постэффектов на генерациях сверху там нет. Ни свет ты не докручивал там никак в блендере, ни репрожектил. То есть это просто вот 2D, как бы, 2D Да, представление, скажем так, после нейронки чистое. да, 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 Мгм. да. На выходе это голый результат генерации просто нейронки по, опять же, вот говорю, этой комбинации из картинки и текста с каналом глубины. А в чем ты это делал? Через стейбл, Это, через этот конфи? это уже Confi UI, да, и моделька Flux Мгм. на тот момент. И ты это Вот сделал это все на локальной машине. на локальной машине. Важно уточнить, на 2060, О, что сейчас скажет сумасшествие, мне а кажется. сколько там гигабайт? 12? 8, по-моему. А, да. То есть у тебя Да. флюкс был какой-то пережатый, моделька сама. Она Десятилетний. немножко, да, как она, прунт называлась. Мгм.
когда вот ее округляют. С дистилляцией, да. Ну, да, но вот это, даже этого хватало для того, чтобы там условно за минуту, Да, за круто. 2 получать, ну, просто конвейер, который тебе идеи генерирует. И это получается, смотри, получается промпт плюс контролнеты, да, плюс вот эта твоя входящая картинка, которая через контролнеты идет. Да, да. Ага. Кайф. То есть, по сути, да, тут контекст промпта нанизывается на то, что модель понимает из такого объемного представления вообще сцены, стереоскопического, вот, через этот канал глубины. Даже моноскопического, да, если совсем занудствовать. Да, и все это трансформировалось вот уже сейчас. Да, здесь представлен просто ряд картинок из последней нано-бананы, последней модели от Гугла, которая помимо того, что она просто может генерировать картинки, да, Мгм. она там еще думает, обращается к поиску, и с ней, опять же, это уже не локальная модель, да, она с помощью серверов сторонних компаний и сервисов задействована в рендере. Но вот теперь с помощью нее, да, результаты намного четче, намного больше Какое логики в том, что вообще находится в кадре. небо И прикольное само какое. следование, да. И тут в целом, да, условно, понравилось нам только небо, можно попросить изменить всю сцену, но оставь только небо. И тут, на удивление, да, вот это в какой-то мере может сработать, может не с первого раза, но все равно возможности поражают. Вот смотри, у меня тогда вопрос. Вот как чаще всего, да, то есть, ну, понятно, что есть разные всякие пайплайны, разные подсказки там, да, и там до настройки, скажем так, промптов. Вот. Плюс референсные изображения, да, есть возможность, вот если про банану говорить, подгружать. Пользуешься ли ты какими-нибудь штуками, например, там, не знаю, обвести какой-то предмет, закинуть и написать ему, типа, измени вот это вот. Потому что я помню, для первой бананы, по-моему, если я не ошибаюсь, ходил вот такой прием, когда ты закидываешь ему картинку, но на ней уже все обведено и подписано. Типа, вот это замени там на что-то другое, там вывеску замени там на окно какое-нибудь, всякие вот такие штуки. Или ты просто как-то как ты управляешь этим, грубо говоря. Мгм. Ну вот такими продвинутыми методами я пока не пользовался конкретно для этой сценки. Да, точно знаю, что они работают. Я пробовал на изображении показать стрелкой, куда мне нужно поставить камеру. Ну, Мгм. просто в Paint красным стрелку нарисовал. Написал: "Ставь мне камеру туда, посмотри в такую-то сторону". И да, действительно, оно там смогло переставить камеру, Прикол. повернуть в нужный ракурс. Поэтому да, я допускаю, что если прям захочется конкретно, например, вот эту картинку разобрать какими-то точечными такими изменениями, то наверняка это тоже сработает. Да, тут уже просто действительно работа того, что вот тебе нужно понимать, что ты хочешь добиться, да, и какие условно кусочки локации выбиваются из этого видения. Да, выглядит очень круто. Я очень жду, когда, может быть, когда-нибудь они выложат старую версию бананы просто в открытый доступ, и ее можно будет локально запустить, потому что она даже в прошлой версии, она очень хорошо тоже справлялась. Это же до Pro-версии, правильно? Вот ты сейчас показываешь картинки. Это вот самая новая А, Pro. самая новая уже, все. Да, она какая там 3 получается, да? Ну да, если там флеш, наверное, считать, это первая, по-моему, была, потом банана 2, вроде, если я не В общем, ошибаюсь. самая свежая. Вот только с полки. И да, что интересно, помимо того, что мы там условно можем генерировать визуал, у нас вот остается возможность менять в целом функцию этой картинки. Да, назовем так. Условно был у нас один ракурс, а вот теперь мне хочется панораму, чтобы вообще увидеть, в каком контексте мы находимся. Мгм. И опять же, банана вот это понимает, она делает картинки, которые
зачастую бесшовны даже. А ты пробовал это сшивать, потом на сферу кидать где-нибудь в Unreal, может быть, там Я посмотреть, пробовал да. это интересный сайт, вот этот Marble Worlds был. Мгм. Я, возможно, сейчас просто на втором мониторе открою быстренько, который позволяет тебе работать с такой панорамой 360, и он из нее на основе, по-моему, Это сплатов тот сервис, делает который сам игру. генерирует, да, я так понимаю, вот эти сферы, по которым ты можешь, грубо говоря, там чуть походить, и он тебе немножко там дисплейсит ее, чтобы там какой-то параллакс минимальный был. Да, или это другой Да, 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 сервис? да, да, да. А, Нет, вот как раз-таки это он и есть. И мгм. после этого, да, эту мешку можно выгрузить, опять же, в любой 3D-редактор, а там уже только фантазия останавливает, что с ней можно делать. То есть у этого применения много. Сейчас я уже накликал. Да, это вот пример чуть дальше из презентации в целом. Но, опять же, да, там представить, что 3 года назад можно было из одного кадра собрать в том же самом стиле какую-то панораму и в ней побегать спустя 10 минут. Ну, это было за гранью фантастики какой-то. Теперь, да, у нас объемная сцена, На всякий случай, если ты что-то еще довольно показываешь, мы видим только консистентная. перерывку. Только перевку. Я пытался Сейчас мы понять, этот да, момент что ты исправим. показываешь ты или нет. Да. В отражениях глаз Мгм. увидеть. О, да. Да, да. То есть, говорю, опять же, на основе просто одного кадра сгенерированной панорамы получается. Мы получаем пространство, в котором можно там полетать камерой, Мгм. отсмотреть какие-то А другие это, интересные ракурсы. это уже с платы, да, я так вижу там по этим, по вытянутым. Мгм. Как это? Я не знаю, как их назвать даже. Это даже не пиксели. Ну да, вот эти вот кусочки сплатов. Да. Несколько звуков произвел подряд. Я хотел спросить, можно ли выгружать геометрию отсюда, или он в виде сплатов выгружает? Можно выгрузить, да. А, JBL можно выгрузить. А он это в виде point Мгм. cloud хранит, или он сшивает это в геометрию? Как он это Это делает? сшитая мешка получается. Сшитая мешка. То есть там прям И полики текстуры. внутри. Да-да-да. Прикол. То есть в целом вот это можно затем выгрузить в Blender, да, М, пересветить это уже внутри блендера. Может быть, если чуть-чуть посидеть, постараться сделать более аккуратное какое-то пространство, оно может стать блокаутом будущей мгм. сцены, каким-то Во-во, да, я как раз про это подумал. размерным условно. Да, а дальше, опять же, можно из этой сцены выдергивать контекстно какой-нибудь пропс и создавать для него дополнительные Во, виды. точно, да. Я даже что-то, честно говоря, не думал в эту сторону. Все это у меня как раз-таки дальше находится, Кайф. когда Давай мы еще посмотрим. переходим. Да, у нас, я помню, что точно хотел еще рассказать про тренировку лоры, Да. вот чтобы удержать внимание на банане, вот прям клиффхенгер такой. Тренировка лоры тоже на самом деле интересный путь вообще использования инструментов ИИшных. Да, возможно, кто-то его использует в корыстных целях. Вот, но в данном примере показал, как можно с помощью своих изображений сделать условно стиль, который нейросетка будет в точности копировать, повторять, тиражировать, в общем, как угодно это можно называть. Создается банально просто из пар картинок и текстового описания этой картинки. Вот, со своими нюансами, которые там от модели к модели могут различаться. Так, кто-то хочет подробное описание того, где какие модельки стоят, не модельки, а объекты, какого они цвета, в какой они позе, какого размера, какого стиля художественного. Это тоже отдельная, конечно, история с такими своими подводными камнями. Но в целом, опять же, вот на основе этого датасета из своих картинок и текстовых пар мы можем
Это уже шить генерации. понимание этого стиля. Да, шить это понимание стиля в какие-то новые генерации. Я немножко расскажу, может быть, там не всем было сразу понятно. Вот те картинки, которые Даня показывал, наверху находятся, да, вот с текстовым описанием. Да. Это фотографии, которые он снимал. Где? Скажи еще раз, пожалуйста. Ну, тут Дубай. Вот, Даня снимал эти фотки в Дубае, потом он загружал это на сервис Ostris, да, видимо, который позволяет Да. обучать свои лоры, да. Лоры — это такие штуки, которые вы можете подгрузить дополнительно при локальных расчетах в нейронке, и они вам дают как дополнительную такую надстройку сверху вашего собственного стиля. Вот, вы можете набрать, какое, кстати, не знаю, там минимальное количество картинок или там минимальное комфортное, скажем так, количество картинок для обучения лоры. 5-10, я думаю, даже чтобы попробовать на локальной машине, этого хватит. Вот Вот, да. здесь датасет 10 картинок был. Вот, соответственно, тут важный еще момент, что кроме того, что у вас есть само изображение, к этим изображениям должна быть аннотация, вот это в виде текста, которая вот внизу находится, вот здесь, потому что когда вы пишете промпт для создания, он вот это описание для картинок, которое текстовое есть, он его использует, смотрит в вашем промпте, встречается ли что-то подобное, указания на там, какие-то там, на кота, например, да, вот там, или что-то, не знаю, на фонарь, на дорожный знак, вот, и из этой лоры, из этой базы он потом берет и использует при создании там, нового изображения. Вот, на самом деле, я не знаю, как сейчас, я когда свои лоры обучал тоже, наверное, это уже года полтора, может, 2 даже прошло, была большая проблема, не было не так много сервисов, которые автоматическое описание под фотографиями делали. Мне приходилось писать вручную просто, сидеть описывать, что же это там такое изображено на картинке. А потом появились сервисы, которые, наверное, вот это тоже, да, автоматически это делает, описание. Я это в чат GPT засунул. То есть ты кидал свою Просто картинку, сказал, и он тебе да. описал описание типа этой картинки. Все, я Сразу понял. 10 штук загрузил и сказал, сделай Да? мне коротенькое описание промпта для А, тренировки лоры модели Z-Image. Хитрый, Все. хитрый какой. У тебя, небось, еще платный GPT, да? Ам, Наверное. Это, этот сервис, вот этот Ostris, он платный, и сколько стоит, там, грубо говоря, обучить вот на там, 15 работах лору свою? Или бесплатно? Так, ну чтобы, да, рекламу Острису не делать, я это тренировал на локальной машине. В целом, как раз-таки Z-Image моделька легкая. Ее на таких потребительских видеокартах тоже можно запускать и даже обучать. Сколько стоит в среднем? Есть другие сервисы, которые позволяют непосредственно только лору, да, обучать, либо которые разворачивать мощности на сервере. Вот опять же, на 10 картинках другую модельку Flux, которая тяжелее, стоит обучить $5. Она Нормально, обучается в течение, да, там, тех же самых 5 минут. Вот поэтому тут уже считать, да. где выгоднее. Да, давай вернемся тогда к картинкам, которые ты нагенерил. Внизу, которые, да, черно-белые были. Да. О, коты Ну, появились. это, собственно, здесь, да, котики для привлечения внимания вместе с собачками. Вот, и как бы, да, условно, что я не какой-то там мастер описания картинок, и вот тренировки, лор со всеми спецификами, которые она требует, да, результат все равно прикольный. Это черно-белые фотографии, это узнаваемая вот эта рамка, которую мне хотелось в целом М, потестить, как модель поймает. При этом я в описании самих картинок нигде не использовал, что это рамка. Прикольно. Поэтому вот это все чистый синтез моего А, са- телефона, того, что он смог запечатлить. а сама модель Z-Image, которую ты использовал для генерации? Да. Да, М, да, 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 да. Вот, и кажется, у Z-Image большое будущее, судя по тому, как сообщество Она же open-source, по-моему, радостно насколько я помню. принимает. Open source, без цензуры и Но даже запускается, без да, цензуры. на видеокартах с 6 гигабайтами. Вроде Крутяк. как. Круто.
До 8 точно запускается. Она же китайская, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Да, да, да. Молодцы Она китайцы. сейчас китайцы составляют вообще ярусную конкуренцию. Да. Они обещают в скором времени выпустить базовую модель, которая умеет редактировать фотографии. О, это Вот, и круто. там уже, конечно, там уже вот будет интересно Это как посмотреть в конкурент плане банана, того, я так что понимаю, будет. получается это на данный момент уже конкурент бананы, Qwen Edit, тоже китайской модели, Flux второй версии. Так что заруба вообще обещает быть интересной. Выходит их не одна модель на дню, поэтому Поэтому подписывайтесь на канал. Это интеграция внезапная. да, В описании под видео, поэтому да, вы смотрите. всегда знаете. Вы все знаете, где искать самые актуальные новости. Да. Ссылочка в описании. И Да, но результат прикольный, вот поиграться. И что самое интересное в этом затымыш конкретно, его интересно использовать как такой апскейлер, детайлер, м, когда мы получаем изображение, условно, там 1024 на сторону, одну квадратную, а потом можем прогонять более маленькими тайлами это же изображение, не сильно изменяя сами образы, но при этом там получать 2К, 4К. Опять же, прикольные пространства какие-то а, открывает в плане вообще использования этих фотографий. У меня есть вопрос. Вот про ZTimage я писал, но я, честно говоря, у меня вообще не дошли абсолютно руки ее протестировать. Там ни в каком виде, в общем. И у меня есть вопрос, есть ли у нее слабые стороны какие-то, да, ну, именно вот в создании там чего-либо, да, потому что, там, не знаю, Грок, например, он больше заточен там на работу с людьми, ну, с людьми, да, с персонажкой, там, например. Мгм. Вот. Редактировать изображение у него там не очень хорошо получается. Вот. И, ну, банана там, понятно, она все, по-моему, вообще умеет делать максимально, типа, круто, что на данный момент сейчас. А вот, может быть, у нее есть какие-то проблемы, не знаю, какие-то sci-fi штуки или какие-то фэнтезиатину какую-нибудь, там, органику какую-нибудь космическую. Может, она... Или она-то вот на реальную жизнь больше настроена. Что можешь сказать? Ну, конкретно эта моделька, она это, пробник духов, она сейчас дистиллированная, поэтому многообразие сцен в ней нельзя получить. М, Ну, в плане того, там, сгенерируемыми игроков на футбольном поле, скорее всего, они вот из раза в раз будут получаться на одних и тех же местах. м. На данный момент, да, она просто в таком урезанном виде, что, наверное, о ней не имеет смысла так вот прям, знаешь, долго рассуждать о слабых сторонах. Sci-fi я в ней генерил, но он выглядит как sci-fi в целом, поэтому остается только ждать базовые модели, там вот действительно сравнивать ее с конкурентами. Понятно. Я на всякий случай, если вдруг ты потерял ощущение времени, у нас первый час прошел Я уже подглядываю. точно. А, ну все, супер. Да, сейчас начинается мякотка в виде вообще того, что может сделать один человек за несколько выходных с помощью нано-банана и свободным временем. В целом, опять же, да, если мы вспомним, что level art — это мультидисциплинарная такая деятельность, вот для меня сейчас большой интерес составляет то, что, по сути, можно не только же локации делать, да, например, наполнять их историями, персонажами, теми же самыми продуктами какой-то графики. И я сейчас вот в эту сторону, можно сказать, активно копаю, да, вообще, какой пул задач можно решать, при этом там оставаясь как-то консистентным в рамках стиля какого-то заданного, либо наоборот генерить какие-то просто дикие вещи, которые никуда пристроить нельзя. Опять же, просто знать эти грани возможного, доступного. Вот, и поскольку банана сейчас инструмент, который позволяет и создавать изображения, и редактировать их, вот прикольный инструмент получается, чтобы эти границы пощупать. Опять же, здесь вот я просто представил линейку персонажей, да, в которых можно менять
визуальный стиль, можно менять там прически, одежду, можно просить сделать крупный план на персонажа, можно просить изменить пол персонажа, опять же, Кстати, по извини, каким-то сейчас соображениям дизайна. немножко, Ага. немножко прерву. Я сегодня видел, утром сидел, смотрел, чувак открыл, опять же, не знаю, может, это кто-то уже сделал, где-то рассказал, но настройки через JSON-файлы, которые можно в банану закидывать и там указывать вплоть до, не знаю, фокусного расстояния и там ширины диафрагмы. И самый прикол, что банан все это знает, она это учитывает реально. То есть она может изменить там лицо человека, да, как это обычно там вот, типа через объектив Мгм. вот с реальной камеры делается. Очень, очень прикольно. Она там бакет делает сзади, там, с учетом как раз всех вот этих вот историй. То есть просто какая-то супер гигантская модель. Да, извини. Реально гигантская, да. Вот такая же, кстати, возможность есть у Флюкса второго. То есть он понимает JSON форматирование и те же самые характеристики камеры. То есть там экспозиция, выдержка, диафрагма, фокусное расстояние, вообще линзы какие бывают. Мгм. Там анаморфную симуляцию какую-то сделать можно. Это вообще Ты такой просто смотришь. представить Вау. сложно. Как? То есть, да, теперь, чтобы тебе вообще придумать скрипт, можно, ну, именно, получается, сценарий, да, какой-то там короткометражки. Да, да. Набросал в костяк, отправил это редактору в виде чата GPT, попросил нанять лучшего оператора, представить чат GPT в роли оператора, чтобы он подсказал с выбором объективов, линз. Дальше ты это в нейронку пошел, сказал, так, теперь ты кинооператор, используй вот такие линзы, сделай мне крупный план женщины, которая идет по темной улице. И да, вот, пожалуйста, все там вещи, которые где-то в блокнотике были записаны, сейчас можно визуализировать. И знаешь, вот вся вот эта штука, она говорит нам о том, что, ну, грубо говоря, у нас работу не заберут, а мы просто будем делать ее больше, но не в плане того же самого больше, да, как раньше мы делали, а мы будем ее шире гораздо делать. То есть, если раньше ты там не заморачивался, у тебя был отдельный человек, который занимался, там, не знаю, рендером, скажем так, да, вот, я не знаю, если Мгм. про киношку говорить, там, да, или трейлер, ролики там какие-то, то сейчас этот один человек, условно говоря, будет аккумулировать, это будет дешевле для производства, да, но делать конкретный один человек будет больше. Вот, и, короче, да, переживать не стоит так, если лишних слов не говорить. Да, я могу визуально это подтвердить, но как бы, ребят, зачем переживать, если вот такой пистолет один раз выстрелит, у него все трубки оторвутся. Ну, как бы, пока что рано. Пока что держимся изо всех сил. Да, но в плане вот получить какой-то первый шаг вообще, да, к тому, возможно, даже для многих вот этот первый шаг, он там становился последним, когда ты такой, ну, идея классная, ее нужно реализовывать 3 года. Мгм. А теперь, ну, для многих там кого-то вот это обратно может какой-то там огонь разожжет в Я старых проектах, Я, я, условно. я, да, буквально вспоминал месяц назад, может быть, давным-давно я еще, когда тоже начинал работать в композе, я ну, устроился на студию, значит, какое-то время поработал, познакомился с ребятами, которые там на студии работают, вот, и, значит, мы там шли домой там до метро, и с каким-то чуваком, он такой был уже такой немножко в возрасте, он аниматор, и он говорит, вот, я там уже 8 лет делаю свой анимационный проект, такой, знаешь, ну, вот классическая история старая, когда чувак там чем-то Мгм. загорелся, да, и была возможность, то есть мир был типа настолько медленнее, да, что ты мог себе позволить делать 8-10 лет какой-то там трехминутный там ролик, допустим, да, потому что, ну, это там дофига просто нужно было убить времени своего для того, чтобы сделать, там, не знаю, те же самые там 3-5 минут графики. Вот, то сейчас, ну, как бы вот то, о чем ты сказал, да, сейчас ты можешь реализовать задуманное за гораздо более короткий срок. И это круто. Да, это вот тоже отрезвляющая такая вещь. Очень интересная документалка про студию Гибли Хаяо Миядзаки. Там называли точные цифры, сколько секунд анимации они выдают в месяц. Мгм. Команда из, по-моему, 50 человек.
Вот, и ты понимаешь, что да, действительно, там безостановочное производство мультика, который идет 5 лет, 3 года, чтобы получить 1,5 часа. Но зато каких? Поэтому тут вот я надеюсь, что это все-таки придет не в сторону того, что мы один и тот же контент, такой дженерик потреблять начнем, И а вот, что действительно да-да, извини, говори. да, то, что действительно сфокусируется на каких-то креативных решениях, да, потому что, ну, инструмент новый, и все вот эти use cases, они сейчас на поверхности лежат, но наверняка что-то более интересное еще можно найти, да, и применить вообще в индустрии. Да, на Наверное, фоне... буду медленно просто ждать. Да-да-да, на фоне этого я как раз просто хотел про сколько там, двухдневную новость сказать, да, что Дисней там $1 миллиард вложил в OpenAI, чисто недвусмысленно намекая на то, что ребята, нам, наверное, штат придется порезать в половину точно. Мне понравилось в Инстаграме, тоже сегодня видел, что кто-то высказался, если вы думали о том, то, что Диснею вообще есть мнение до того, любите вы их мультики или нет, зайдите на их сайт, и на первой странице увидите их просто стоковую стоимость, ну, типа стоимость акций. М. Там ни слова про мультфильмы, там ни слова вообще про кинопроизводство, ни про парки, ничего, просто ценник. Поэтому, да, к сожалению, в этом мире капитализма кто-то вот может такие вещи проводить. Да, давай про эту штуку поговорим. Что я смотрю, у тебя там тайловая Да, текстура появилась. да, у меня тут тоже заготовочка, чтобы немножко народ стрясти. Опять же, можно создавать в контексте своего дизайна, который у тебя уже есть, пропсы. То есть буквально вот этот пропс был получен там промптом, исследуй стиль вот этой картинки, проанализируй его, картинки персонажей я имею в виду, и сделай мне там КПК для него. И вот из буквально такого полета там мысли, да, не сформировано, мы получаем уже какое-то изображение. Это изображение мы можем разбить на 3 вида. Мы можем оттуда вытащить графические элементы, тайловую текстуру. И в целом, ну, дальше ничего нас не останавливает, чтобы пойти в Blender, там, в Hunyuan и сделать из этого полноценный 3D-объект, который дальше, условно, хочешь, идешь, печатаешь. Покажи И ты сетку поближе, пожалуйста. делаешь пропс для настоящей съемки. Это встроенный ретоп, я так понимаю, да? Это хуниевский. Да, да, на вот этом средненьком режиме. Вот просто Жесть. было интересно, насколько он справится. Ну, по-моему, неплохо справился. Ну, понятно, что там, да, и мусор еще есть, конечно, не все идеально, но в целом очень неплохо. Да-да-да. Да, ты смотри, здесь есть саппорт лупы, чтобы Мгм. шейдинг, короче, не расходился. Мгм. Вот, по сути, я думаю, это можно запечь, у меня просто времени не хватило. Я думаю, это можно запечь, если нормально развернуть, потому что, ну, хайполька тоже есть. Мгм. Да, вопрос, насколько они друг с другом стыкуются сейчас. Но тем не менее, да, говорю, для меня вот этап там, получить из одной модельки другую упрощенную, полный вот этот сетап для геймреди модели пройти, ну, он тяжелый и время затратный. Вот, если какие-то там новые прорывные технологии у нас появятся, что игры с нанитами перестанут весить 300 гигабайт, было бы круто. Действительно, просто там создавать какие-то тоже самые, да, интерактивные истории. Это не просто теперь изображение на ArtStation. У тебя проект, который ты можешь в рамках там своей жизни не один сделать, условно, да, и какую-то творческую самореализацию оставить после себя. Вот это было бы прикольно. Опять же, в плане того упрощения рутины, о котором все говорят. Мгм. Ну, даже сейчас вот на это все вместе уходит, ну, от силы час. Ну, так, Вот, чисто для опять же, примера, да, если делать мгм. классический такую штуку, да, сколько мы можем на это потратить, но там не меньше недели, наверное, точно. От идеи Но это даже больше, наверное.
Но надо ремарку сделать, что этот ассет будет, ну, на 10 голов выше, чем то, что я сделал, да, там за час. Не, ну это понятно, да. Потому что, да, ну, когда работают профессионалы, там будет и внимание к деталям, и правильная логика, и какой-то дизайн сформированный. Сейчас здесь это просто из картинки в 3D. А дальше говорю, ну, хочешь, идешь, печатаешь его, и вот у тебя уже реквизит для съемок настоящего фильма. Наверное, по персонажикам я быстро пролечусь. Опять же, вот был у меня мой чувачок, которого я скульптил, наверное, тоже года 2 назад. Опять же, как ему дать новую жизнь? Ну вот не знаю я, как его текстурить, как он выглядит. Пошел, спросил, а как он выглядел бы в женском облике, да? Как он может выглядеть в каких-то боевых стойках? А что, если ему руки сделать, например, с протезами? Ну, прикольно. А что, если я хочу посмотреть протез поближе? Вот, и в целом для такого первого впечатления очень круто выглядит. Да, понятно, дальше нужно смотреть, идти в Google картинки и проверять, не стащил ли банан этот дизайн у кого-то. Да, это большая проблема сейчас. Да. Вот. А так, в плане того, сколько работы с контекстом ты можешь получить, просто вот там сгенерируя какой-то первый результат, ну, конечно, это поражает. Да, здесь вот я шлем попробовал. Опять же, ничего не меняется, только шлем добавляется. Это С просто, прозрачным визором, с закрытым. это просто текстом, да, ты писал? Да. Буквально добавь ему шлем. Сделай Прикольно. шлем непрозрачным. И, да, потестить варианты какой-то раскраски этого комбеза. Скинчики. Теперь еще работают теперь персонажники лишились. Так, мы загибаем пальцы, сколько людей мы сегодня уволим. Так. Да, наверное, тоже быстренько пролечусь. В рамках нашего топика левел-артового, опять же, от генерации идеи до получения какого-то первого визуала и дальнейшем там работа с конкретными пропсами. Опять же, этап сокращается, при этом вот банана способна в разных стилях работать. Можно попросить у нее sci-fi, можно попросить какую-то grounded вещь, да, в плане реализма, возможно, отсылки там к 80-м каким-то культурам, ретро. После всего вот этого полученного контекста мы можем дальше работать с конкретными планами этого помещения, просить сделать крупный план на том, на сём, на столе, на компьютере. Да, точно так же получить визуализацию панорамы, опять же, потому что одного вида, скорее всего, мало будет для понимания всего пространства. Вот так вот мы можем увидеть, что скрыто. Чё как? Как он пол классно задеталил. Смотрю просто мусором всяким. Ну вот правая, которая картинка со стулом. Да. Кайф. Да, то есть я на это смотрю не как финальный, да, дизайн, а в целом как Ну да, идея. такой быстрый факт-чек. Ага, можно добавить грязи на пол, можно такой характер потертости сделать, можно там стул подвинуть, можно сделать у стула рваный бок, провода, тряпки. И вот это просто, Ух опять же, ты, служит кайф. таким. Блин, Да, можно сделать классную раковину. как классно засрано. Я кайфую, какой рафнес. Да, разнообразие Рафнеса. Я уверен, если попросить ее сделать там канал Рафнеса, он будет контрастным, как все хотят. Ой. Не просто серым. Но смотри, тут какой важный момент, да, вот, грубо говоря, у нас есть уже определенная там профессиональная деформация, да, со временем, да, работы, вообще мы понимаем, в чем фишечка, да, как сделать там сочную картинку там и так далее, интересную, там, притягивающую взгляд, вот, ну, понятно, что как бы нейронка много из этого делает самостоятельно, да, но все равно, когда у тебя там, не знаю, условно, я, кстати, офигел недавно, когда в Grok заходишь, у него есть режим этот Imagine, когда он тебе картинки генерирует.
И ты кидаешь ему одну картинку, просишь ее там поменять по промпту, и он тебе просто бесконечную ленту этих генераций показывает вот так вот. И ты такой, блин, а какую из них выбрать? Они же буквально там отличаются там на 10% друг от друга. Вот. Ну, какие-то круче, какие-то нет. И вот этот момент, когда, ну, грубо говоря, вот весь тот опыт, который накопленный, да, он, можно сказать, что это такая не очень хорошее слово, насмотренность, да, ну вот типа вот опыт, просто багаж вот этих референсов, интересов в голове, да, и ты из этого можешь выбрать, что реально будет прикольно выглядеть, вот, поэтому все равно вот типа база вот эта нужна, потому что иначе, если просто без там какой-то подготовки начать генерить, да, у вас будут классные картинки, но это абсолютно неконтролируемый процесс, если вам нужно сделать не просто одну какую-то прикольную картинку там, да, поугарать, вот, а нужно собрать что-то цельное, да, и объединенное какой-то общей там идеей, визуальной идеей или там мудом каким-то, да, и вот тут все равно нужны знания художественные. Безусловно, потому что, наверное, без этого вот опыта как раз-таки можно с параличом выбора столкнуться, и да, для тебя все картинки одинаковые. Классное выражение. Но на самом деле я услышал, я видос смотрел про, по-моему, камеру Hasselblad, который просто фиксированный объектив, и там 100 мегапикселей. То есть, по сути, ты делаешь огромную фотку, а дальше у тебя неограниченное количество возможностей, как ты ее можешь дальше кропнуть. Вот. Чел классный сказал слово, и мне как-то так запало. Это паралич выбора. Все, мы теперь тоже распространяем это знание на всех. Да, избегайте. Учите базу, смотрите пинтересты, сделанные людьми, читайте книжки про искусство, смотрите хорошее кино, слушайте хорошую музыку. Вот. Аминь. Потому что синтезированный контент, он не для всех. Кстати, на всякий случай могу сказать, если в Pinterest вы заходите, вы, конечно же, там по запросу увидите просто тонну и, может быть, даже в большем количестве генераций. Вот, но Pinterest уже сделал у себя в настройках, мне кажется, уже как пару месяцев, чтобы отключить генерацию. Я не знаю, как они там до конца это определяют, потому что там алгоритмы шума у всех разные. Вот, но какую-то часть вы можете отфильтровать таким образом. Опять же, если это нужно. Не всегда это нужно, просто и некоторые генерации выглядят классно. Да, да. Но мне нравится, что он, по-моему, даже лучше стал с контекстом работать. То есть там можно условно написать «синяя тачка», и он Давление вдвоем кофе. вообще в твоей подборке. Да. Вот, опять же, про то, что, да, нейроконтент, он не для всех. Вот если у тебя таких 40 машин будет, а что с ними всеми делать? Они же, ну, бестолковые, по сути, по своей как это, конструкции. Да, вот. Переключатели in, on, давление кофе. Можно in, можно он. Что там, вазелин написано или Провода, что? Наклейка. я не знаю, это кофе написано. Вавик. Вавилов. Может, Вавилов какой-то. Это интернациональные сайнеджи. Это трубы, которые входят в мягкую обивку. Да. Вот, все это, конечно, с опытом приходит, но может быть, наоборот, нейронка подтолкнет к анализу того, что ты видишь. И да, кстати, Beach Banana, она делает очень много проводов на пропсах, если ты не скажешь не делать провода. Прикол, не знал про Например. это. Мягкая кофемашина. Ну, ты представляешь, ты в невесомости, и, по сути, угол машины может тебя убить Safety first. или пробить обшивку. Может пробить обшивку, поэтому вот, читайте книжки по станкостроению. Могу порекомендовать очень прикольную Юрия Сомова «Конструкция в технике». Я помню, брал ее в универе. До этого человек, который брал ее, был из 85-го года. Ох, жесть. Да, что-то отвлеклись. Генерация процессов по контексту, опять же, генерировали пространство, которое нам нравится, или у вас есть пространство, которое вам нравится. Можете попытаться сделать в нем пропс, а можете попросить сделать персонажа. Опять же, полет фантазии не ограничен, и да, там, если у вас есть понимание того, куда это использовать, инструмент реально прикольный. Это же «Тайна третьей И планеты» опять же, напомнила мне. да,
Да, я И в попал. целом, но я вообще специально никакого вот именно характеристики не давал, да, М, персонажу. Я смотрел, кого он генерит в базовом таком мгм. стиле. И часто мужики, кстати, тоже одинаковые получаются. Поэтому вот еще одна важная составляющая. Нужно понимать характеристики того, что ты хочешь, явно их называть. Да, у всех объектов есть эти свойства. Там замазанные штаны оранжевого цвета, а не просто космонавт. М, Борода средней длины. Короткая прическа, пробор на левой стороне. м. Вот это все тоже вас воспитывает как арт-директора нейросетей. Опять же, вот любой вид с любой стороны. Все, что мы можем дальше сделать, это пойти и сделать из него 3D-модель. Парнишка из комнаты, который я ранее показывал. Тоже прикольный use case, который нашел. Берем комнату, просим разбить ее на составляющие. Из этого получаем такой набор, из которого, по идее, как будто бы с оговорками, можно собрать локацию. И это работает как в сторону разборки помещений, точно так же это работает в сторону сборки. Ну, крутяк. Причем, да, тоже довольно неплохо. Это же получается сделать с фотографиями. Говорим, проанализируй, разбей на модуль кит. И вот, пожалуйста, можно на основе этого вообще представить объем работы, если вы захотите сделать какой-нибудь конструктор для металлоконструкций. Блин, Если это боитесь же, представлять, можно нейронку попросить. реально так удобно, потому что я сейчас вот подумал, реально, мы, вот когда ребята приходят заниматься, в общем, на менторство, они видят какую-то картинку, она не всегда бывает удачной, ну, в плане там композиции, да, ощущения какого-то там и так далее. Вот мы тогда это корректируем этот момент. Но после того, как картинка выбрана, нужно понять вообще объем работы, да, потому что тоже, вот глядя на картинку, там, с опытом, когда ты смотришь, ты понимаешь, сколько примерно там месяцев работы это займет. Вот. Мгм. Ребята не всегда понимают. И я поэтому всегда прошу, я говорю, вы вот возьмите вот то, что вот вы выбрали, теперь подумайте, там, сколько там пропсов хотя бы находится на этой картинке, да, вот, не знаю, или деревьев там, или кустов разнообразных, которые вот здесь изображены. И разложите это просто вот просто списочком и напишите количество там дней, да, которые вы думаете, что вы потратите. Нет, многие пишут в часах, я говорю, не пишите в часах, пишите в днях просто, вот, потому что, ну, это более правдивая будет оценка. А сейчас вот эту штуку даже можно использовать на самом деле для того, чтобы разложить уже вот существующий какой-то концепт, который найден для того, чтобы сделать локацию, и уже прям увидеть, вот реально тебе надо вот это сделать, вот это сделать. И напротив каждой этой штуки, мне кажется, даже нейронку можно попросить, типа, оцени в днях реально вот для 3D-шника, сколько это делать. Мне кажется, у нее даже эти знания, ну, там, не знаю, у GPT какого-нибудь, мне кажется, по-любому, у моделей, у последних, мне кажется, у них есть данные. Мне интересно, понятно, что они будут с погрешностями, да, там, с какими-то, но Мгм. дадут представление о том, сколько реально это все может занять времени на производство. Вот. Лучше, конечно, самому тренировать, да, потому что там много всяких нюансов, которые нейронка может не учесть. Вот. Но какое-то первое приближение можно получить, да, сколько вы там месяцев или там полгода вы будете сидеть над этой штукой и оценить вообще, вам хватит жизненных сил на это все. Да, это важный Да, момент перед тем, как безусловно. стартануть вообще в целом. Да, ну и для этого вот очень круто было бы завести там знакомство, да, из тех, кто уже этот этап проходил, условно, и может тебе сказать, ой, чувак, нет, лестницу ты не будешь делать 2,5 часа, это Мгм. точно 3 дня, еще 30% рисков, что там свет отключат. Так что да, это с опытом тоже все приходит. Может, нейронки в этом помогут, может, нет. Для этого, мне кажется, у менеджеров должна быть классная база всех этих трекеров, Мгм. чтобы на этом обучить вообще. Персонализированный, да, план. Твоя нейронка, которая просто анализирует данные конкретно твоей команды. Вот, и сейчас как раз в тему будет сказать, что если вдруг там, в первой половине стрима это было непонятно, Даня как ментор будет присутствовать на площадке Ментор Кампуса.
Он будет отвечать, собственно, за level art, как вы уже могли понять, и за нейронное применение новых инструментов, которые появляются. Вот Даня следит вообще просто за всем, что выходит буквально. Мы чуть ли не в одно время пишем, но там что-то вышло, когда. Вот, иногда у него раньше получается, иногда у меня раньше получается. Вот, но в итоге, если вдруг надумаете, то обязательно смотрите по ссылке в описании, переходите и, в общем, записывайтесь, если у вас будет желание. Вот. Кстати, в чатике написали, что типа в днях реально оценивает. Мне антигравити с опусом плюс Gemini пишет отчеты такие. Вот. Мне интересно, скажи, пожалуйста, они с реальным продакшеном сходятся у тебя по итогу? То, что он пишет, я могу поверить, насколько они правдивые. Интересно. Да, можем дальше двигаться. Ну вот тоже, да, неожиданные применения, казалось бы. А так, да, вот просим собрать, разобрать. Там у нас был набор, а здесь у нас собранная сцена. Ну, получается, у тебя изначально была Да, раскладка на модуле, а потом он из этого собрал локацию. да, абсолютно. Мгм. Прикол. То есть ты именно так и создавал? Буквально Сначала раскладку попросил сгенерировать, а потом собрать из нее локацию? тут я немножко ститерил, я раскладку получил из другой картинки, вот, А, но та была классная картинка без изъянов, а здесь я попросил собрать и, да, чтобы все-таки оно не так сладко звучало. мгм. Такое в продакшене бывает, но это чисто на багах. Вот. Нейронка пока что в стадии второго паса, может, первого. Да, зато смотри, мут, свет, источники света, Мгм. да, даже вот атмосфера передана. Да, Это Godrails. уже классная стартовая там точка для того, что я хочу сделать улочку. Да, вот, пожалуйста, твой скоп, объем работы, сколько там паутинку моделить, сколько симулировать огонь на факелах, ставить гудиньку там, изучать симуляцию тряпок. И все. И после этого, опять же, можно там просить уже с контекстом какого-то конкретного места работать. Условно, не видно нам дальний какой-то ряд. Попросили приблизиться, получили, что там может находиться. Кстати, я сейчас смотрю на И, ткани. Сейчас, извини, быстро скажу. ага, Смотрю на ткани. давай. У меня как-то мысль тоже возникла, я когда делал там какие-то объекты себе, ну, для 3D-шки. Ну, обычный какой, как это, как нейроны в голове срабатывают. Ты такой, ну, надо идти в Marvelous, типа, и симулить ткань. Мгм. Потом я думаю, так, подожди, сейчас я 2D-картинку получу с такими складками, как мне надо. Ну, плюс-минус, понятно, что они не 100% совпадают с тем, что там у меня в голове. Но в целом эстетически меня устраивает. Я такой, окей, все хорошо. Теперь вот эту же самую ткань, вот как она есть, да, только вот палкой убери, но при этом сохрани ткань, да, сделай на белом фоне, и потом ты закидываешь это все в Хуней, в тот же самый, он тебе генерит ткань, она уже вот у тебя, ну, понятно, там текстуры могут быть немножко баженные, там, вот, но геометрия у тебя уже есть такая, ты ее там идешь, десимейтишь, короче, там, репрожектишь текстуру, в Paint чуть домазываешь, и вот у тебя уже симуляция ткани есть. Такой, блин, нифига себе, это просто вот мозги закручиваются в трубочку, что надо теперь по-другому, ну, можно думать теперь по-другому. Да все, никакого брутфорса. Мы теперь это осмысленные взрослые люди и к продакшену очень относимся серьезно. Считаем время, анализируем каждый свой шаг. Ну вот, кстати, да, вот следующими там картинки, как раз завершающий блок бананы. Это трансфер стилей, наверное, самое базовое, что можно делать. Реализм. Мультики, реализм, лайн-арт, реализм и vice versa. По сути, опять же, скетч на салфетке, пока у вас была идея, быстро закинули, визуализировали ее, кому-то это продали, возможно, пошли дальше. Тоже интересные открытия могут родиться вот в каком-то таком процессе. Со скейлом, Да, опять по-моему, же, жизненные. немножечко там есть особенность одна, как будто бы, да, для карликов, как будто, или для кошечек. Если бы оно было на пустом фоне, мы бы не смогли Ну оценить. да. Я как раз про вторую картинку Да, говорю. да. А так, просто вот хотелось сказать, да, про этот жизненный цикл в целом, как заключительное слово нано-бананы.
2D-шного какого-то подхода, то, что жизненный цикл теперь одной картинки, его можно дальше экстраполировать и придумывать какие-то новые способы максимализировать, я не знаю, как это, увеличить выхлоп вообще вот этой работы, да, в которой ты время заложил, там эмоции, чем-то пожертвовал, сном, например. И теперь, да, я такой, я сделал классный корабль, но вот, блин, не хочу его с других ракурсов рисовать. При этом то же самое там, если смотреть какой-нибудь продакшн каких-то мультипликационных, да, серий, у них уже в там, 2D-пакете встроена моделька персонажа, где они могут ракурсы просто обвести быстро. Чем это отличается от такого же способа? Вот не знаю. Как будто мы вообще стираем грани между продакшнами разными, становимся универсалами. Вот. Дальше коротенький блок. Как дружить с 3D. Реально коротенький, потому что пока что я придумал один удачный кейс применения той же самой нано-бананы уже в текстурировании, создании ассета какого-то полноценного в связке с Хуниваном. По сути, любым нам доступным способом создаем концепт, в данном случае пушки, поскольку мы теперь обладаем инструментом, который видит эту пушку с разных сторон и визуализирует ее. Все это мы можем в тот самый Хуньюан закинуть и получить габаритную модель, которую в дальнейшем можем там разными этапами привести к game-ready мешке. То есть снизить полигонаж, да, в нужных местах оставить сегменты, где у нас силуэт не будет страдать. А далее с помощью проекций видов, которые мы получили из этой же пушки, можем тем же самым хитрым способом спроецировать эту текстуру на наш пропс и, по сути, получить вот полноценный, объемный объект, который можем использовать дальше как, я не знаю, для прототипирования условно шутера, да, вам нужна заглушка пушки вот определенного какого-то сеттинга, может быть, комплектация какой-то определенной, но она нужна сегодня. Вот, пожалуйста, сгенерил по своему скетчику на салфетке и буквально за 1,5 часа получил первый прототип, который, ну, в движке работать будет. Да, есть Ну, один который, нюансик только. Не знаю, все ли заметили. Если заметили, напишите в чат. Что не так с пушкой? ну, мне же нужно было это показывать, что мы Да, все еще в безопасности, и у с да-да-да. работы останется. Поэтому пример буквально, да, из жизни. Для этого нужно развивать насмотренность. Может быть, да, погулять по музеям, набраться вот какого-то опыта, истории дизайна вообще, каких-то конструкций. Иначе вот только такие пушки будут. У нас пока нет, да, победителя в чатике. Не, я думаю, там, возможно, сложно будет понять. Я думаю, можно рассказать просто, что здесь странного. А мы думаем об одном и том же. Давай ты тогда. Нет, так мы-то с тобой уже видели, просто ты уже показывал эту штуку. Готово вроде. А что конкретно? Все, Что, пушка что? готова. Пушка-то готова, конечно. А что не так-то? Ну, подумайте, как ее в руку взять вообще в целом. Взять в руку и будет ли там, не знаю, мешает что-нибудь, может быть. Попробуйте ее Удобно ли, перезарядить, да, например. да, удобно ли это будет. Пушка готова, да. Возможно, у вас на руке, вот здесь, вот снизу, есть еще маленькая ручка одна, вот такая, которая будет обойму вытаскивать. Будет очень удобно. Да, магазин, у нас победитель. Так, я не Да, знаю, ну и могу... затвор, который в лицо тебе гильзы будет кидать. Это в целом Да. тоже удобно, если ты не левша. Да, нюансов много. Вот для этого мы как бы операторы ИИ будем через 5 лет смотреть, чтобы она контент нормально генерила. Да, вот крупным планом этот герой. Говорят, там есть пушки с такими магазинами. Да наверняка.
Все, значит, она все правильно сделала. Ну да, просто надо хвататься, получается. Так вот переворачиваю ее. Ну, не суть, не суть, да. В общем, дальше, опять же, говоря про жизненный цикл одного концепта, дальше мы на нем можем не останавливаться, а пойти искать новые какие-то визуальные решения, оставаясь всегда в рамках той же самой формы, может быть, другого стиля, нарратива, но в целом этот базовый минимум узнаваемости переносить из пушки в пушку. Продолжение следует. Это означает, что мы закончили, правильно? Да? Да, да. Е. Классно, у нас Самый интересный кейс. практически идеальный тайминг. Но вообще норм стреляет, получился. Главное, подход работает, там разберемся. У вас просто по улицам полиция не ходила с такими пушками. Фамас. Но я в пушках не секу, поэтому да, может быть, тут и реально есть. Короче, это в итоге идеи, да, которые вы можете уже развивать в ту или иную сторону. Да, так мы подходим к концу. У нас остался последний блок про все. Вот, он довольно быстрый. Это блиц вопросов, на которые можно будет попробовать ответить быстро. Арендовать, что бы ты предпочел, арендовать вычислительные мощности или посчитать все это локально? Я бы сказал, совмещать приходится. Вот. Но ждем момента, когда либо одно станет доступнее, либо другое. Сейчас, к сожалению, совмещать нужно. Ты имеешь в виду, типа, что доступнее, типа, по деньгам дешевле генерации станут, тогда нет смысла будет развертывать это все, разворачивать локально? Да, в этом плане тоже. Либо произойдет то, что модели наконец станут какими-то более оптимизированными методами обучаться, не вширь, а качественно. То есть, по-моему, да, вот уже момент, когда мы вширь растем, достиг максимума. Ну, говорят про это, да. Дальше нужно, да, дальше нужно уже думать, как делать это эффективно. Следующий вопрос про генераторы. Хуньянь, 3 по 3D или Mesh 3D? Я пробовал только Хуниван, вот. Остановлюсь пока на нем. Кстати, я вспомнил, Турить. что на официальном аккаунте этой модели, скажем так, да, Tencent же сделал ее, они сделали ребрендинг, они его переименовали, теперь это никакой не Хуньянь, там, потому что они выпустили прям ролик, где они показывают, как разные люди по-разному вообще называют эту модель. В итоге они оставили только две первые буквы, H и Y, и все, теперь это Ху. Что, собственно, не лучше звучит по-русски, но... Ладно, понятно. Возможно, я знаю монгольскую группу, металл-группу. Она буквально Дэху называется. Может, у китайцев проблемы. Да. Ну, благо они в разных областях работают. Так, следующий вопрос. Да. Кого сократят первыми, концептеров или моделеров? Кто в большем риске находится? Первые без знания второго и вторые без знания первого. Говорю, ощущение такое, что области начинают друг в друга переползать. Соглашусь. Поэтому обе эти должности в опасности. Следующий вопрос. Что быстрее, собрать сцену классическими пайплайнами или нагенерить ВИ и дополишить руками? Production ready, который в игру можно пустить. И так, можно сказать. Просто собрать сцену это быстро. Собрать игровой уровень это сложно. Я скажу, что сейчас руками быстрее. Наверняка, потому что есть уже, да, база понимания того, как эти инструменты работают и предсказуемость вообще этих инструментов. Так, теперь вопрос про веб-кодинг. Он на самом деле становится таким тихо ползущим скиллом, даже для художников, и пока еще в меньшей степени
или в большей, меньшей. Короче, не так сильно коснулся пока художников, вот, но это штука, которая в какой-то момент тоже станет таким одним из хард-скиллов, скажем так, как минимум там для оптимизации какой-то своей работы. Это вопрос звучит так: сможешь ли на веб-кодить скрипт для удаления там, куба из блендера, например? Да, смогу в разных вариациях. Это как? Ну как это? Удалить кубик из аутлайнера, найти кубик по имени, там найти модель, которая похожа на А, куб. Например, по... Сколько там получается? 4, 4, 8 точек, да? м. То есть, короче, разными Вариантов способами, реализации да. много. М. Да, безусловно. Ну, ты какие-то скрипты уже Других, да. писал, я Да, так понимаю, через безусловно. нейронки. Да, 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 да. Если, опять же, это под NDA не попадает, можешь какой-нибудь пример привести? Ну вот могу даже про вот эту реализацию панорамы сказать. В Гугла есть AI Studio, в котором ты можешь приложение Мгм. буквально на вайп кодить. А я сказал, нужно приложение, которое панорамы делает. И оттуда системный промпт к себе украл. Прикол. То есть теперь я, обходя это приложение и платные IP-запросы, могу в целом симулировать это поведение. Ах ты хитрый какой. Да. Так, хорошо, ладно, следующий Пользуйтесь. вопрос. Да. Если ассет сгенерирован тобой, считается ли он твоим? Ну, вот по всем, скажем так, критериям. Я бы почитал правила использования и понял, чей он все-таки. Потому что моим Хорошо. он будет Да. ровно до той степени свободы, когда другая не начнется, типа чья-то. Но сам В внутренний ты наше время будешь, это опасно. да, если не опираться на юридические вот эти все аспекты, то вот внутренне, как у тебя борьба какая-то происходит, там, не знаю, это полностью твоя заслуга, или там все-таки яишка где-то что-то там поучаствовал, это не совсем твое. Вот есть ли какие-то такие у тебя эти метания? Тоді я к этому реально как к инструменту отношусь. Опять же, да, не просто выдавать то, что я получил за финальный результат, а вот этот human touch оставлять и режиссировать все это дело. Не, прогрессивно. Прям надо. Следующий вопрос. Можно ли расценивать AI-сцены как китбаш нового поколения? Китбаш нового поколения — это вот Да, как раз-таки подготовить условно референс с разбитыми ассетами, да, да, ну типа того, и да. собрать из него робота, засунуть в ху. Да. Я думаю, в правильных руках небольшим количеством времени это можно в инструмент превратить. Точно можно. Да. Я надеюсь, что когда-нибудь в ближайшем будущем концепторы начнут вот этой штукой пользоваться и экономить себе просто миллион времени, головной боли. Чтобы потом еще сетка чистая приходила, и ее не нужно будет трогать, разворачивать, О, да. текстурить. Ну да, и мы, по сути, сольемся, да, во что-то единое с концепторами. Концепторы с моделерами. Да. И А, уверен, те, кто постоянно модели, да, хочет там тоже какие-то дизайн-задачи решать. Это абсолютно так. Следующий вопрос. Взял бы ты к себе в команду джуна, который умеет только в нейронке? Да, наверное, нет, потому что продакшн-задачи сейчас не на нейронках. Это лишь малая часть, баловство, я бы сказал, которое только-только начинается. Вот. Все-таки эти старые закалки люди, которые смотрели уроки по там, моделингу, для меня ценнее все еще. Тут, на самом деле, ответ на этот вопрос, потому что я, ну, со временем я немного корректирую вот эти 10 вопросов из Блица, вот, и они немножко меняются, и ответ на них меняется тоже, особенно на этот вопрос, в зависимости от сферы деятельности, в которой человек работает, да, вот для геймдева это так, как сказал Даня, для, там, рекламы, например, это вполне история, которая может работать. Вот, тут зависит от, короче, сферы, где вы это применяете. Так, следующий Это да, вопрос. подтверждаю.
Купил бы ты игру, где визуал полностью генеративный? Или с применением генератива? Да, да, купил. Нет никаких Это предубеждений на эту тему. Нет, ну это интересный опыт. Но опять же, тут не про качество, да, вот просто про наличие. Оно может Ну, быть разным. ты можешь ответить, да, как сам считаешь нужным, но вопрос, да, именно такой. Да, купил бы. Отлично. А, Ну и последний, он немного вроде как мы уже затрагивали сегодня. Генерация — это все еще препродакшн или уже продакшн? Ну вот если дополнить с тем, что мы не только одну сферу рассматриваем, то да, это все ближе к продакшену. Е. Такой средний по палате, если. Это ближе к продакшену. У дизайн-студии давно свои студии только на нейронках. Это вот быстро ищется в любых подкастах сейчас, даже на российском рынке. Все, это, я могу сказать, было супер круто, на самом деле. Очень интересно было смотреть, э, ну, какие подходы сейчас вообще существуют, да. Очень классно, что у тебя есть время на то, чтобы вообще заниматься вот этими экспериментами. Вот, потому что я на некоторые моменты, когда смотрю, что-то новое выходит, я такой, блин, даже в канале у себя пишу, говорю, ребят, если у кого-то время есть, пожалуйста, потестируйте. Очень интересно, но у меня времени нет. Вот, и очень классно, что ты показал наработки свои, показал ход мыслей, да, опять же, какие-то фишечки, которыми ты пользуешься в процессе. Вот, я для себя даже почерпнул пару моментов интересных, которые, да, мышление немного меняют, да, прям в некоторых аспектах. А, Так, из чатика у нас какая у тебя нано-банана? Я пробовал сцену разложить на модулярку, она вообще другое сделала. Это Саша опять же спрашивает. А, Это Nano Banana Pro. да, она платная, только в платной версии существует, и лучше всего, я так понимаю, ей пользоваться через Google AI Studio, потому что, по-моему, просто через Gemini там все-таки есть какие-то, как будто она немножко по-другому работает, есть ощущение. Может быть, это мои какие-то Да. предубеждения религиозные. И вот не знаю, как для всех, я на AI Studio зарегал этот платный IP-ключик Мгм. и дали $300 на 3 месяца. Вот в целом, с учетом того, что одна картинка 23 цента, по-моему, стоит, 22. этого хватит, чтобы побаловаться. Да. Вот у меня такая же ситуация. Я внезапно обнаружил свой ключ и такой думаю, блин, а когда я его заводил? Я думаю, он точно мой. Думаю, сейчас кому-нибудь там накапает моей генерации. Вот. Там же не надо было ничего оплачивать на эту тему, насколько я понимаю. Ты просто проходишь процесс создания ключа, и он тебе такой, вот тебе бесплатные деньги. Да, да. Круто. Так что, ребят, можете попробовать создать, если у вас есть доступ к Google AI Studio, если оно у вас работает, попробуйте создать ключ. Я, правда, не знаю, сейчас это будет работать или нет. Дадут ли они деньги или нет, но попробуйте. Ты давно создавал? Недели 3 назад. Ну тогда есть еще возможность попробовать, потому что у меня есть ощущение, что я создавал месяца 3 назад. Мгм. Да. И последнее. Сейчас, кстати, делаю motion matching для блендера на Face. Не знаю, что это такое. Чтоб как в Unreal в Unreal тяжко, а навигацию с РВО и навмешем детур господи, по фандингам победил. По файдингам. Я ничего не понял, честно говоря. Э, Motion матчинг для блендера. Фаис я не знаю, что такое. В междетур пасфайдинг победил. Ну, видимо, это кто-то тоже с искусственным интеллектом бота, который там смотрит, по какой поверхности он может пройти, по какой не может. Прикольно. Это вообще сфера, которая, ну, вот меня лично не так сильно касается, но интересно реально, что происходит с ИИ, игровым ИИ, как там это применяется и что, короче, какие возможности вообще появляются в целом. Да, в Gemini у тебя заканчиваются круткие бананы, про, и все, слетаешь на обычную до апдейта суточного.
Ну, есть же возможность и проплатить этот ключ. Я, правда, не знаю, он просто по факту тебе, по-моему, выставляет месячный, сколько ты нагенерил за месяц. Ну, и ты там можешь смотреть, там, например, счетчик должен обновляться. Я хочу попробовать, у меня в феврале заканчивается мой ключ, посмотреть, что там будет вообще. До февраля ключик действует. Да. Нам пишут в Хиггсфилде есть бесплатный Nano Pro на 5 генераций бесплатно. Можно еще аккаунтов наделать. Да, Но я рано или буду поздно придется платить. да, да-да-да. Тут агитировать каждым сервисом я пользоваться не буду, но то, что они реально удобные и в целом позволяют не только, да, условно, нано-бананой пользоваться. И это их неоспоримый плюс. Да. Ладно, тогда, наверное, будем заканчивать. У нас 2 минуты осталось. Просто, мне кажется, впервые настолько идеально все получилось. Дань, спасибо Окей. большое. Я думаю, что, скорее всего, это, естественно, у нас не последний стрим. Мы, скорее всего, через какое-то время, когда поднакопится каких-то реальных прикольных use кейсов, еще соберемся, постримим, потому что тема интересная и очень интересно, во что это все трансформируется. Поэтому спасибо тебе, что нашел время. Э, Спасибо, ребят, что пришли на трансляцию. Опять же, если вам понравилось, поставьте лайки, подпишитесь на канал. В описании под видео вы можете найти ссылку на сообщество Discord, ссылки на ArtStation, Дани, мои, отдельно ссылка на Mentor Campus. И я, кстати, не добавил, надо добавить в описание. Даню на площадке Mentor Campus вы уже можете найти, если вдруг вас заинтересовали Данины знания, и вы хотели вообще в целом зайти попробовать в геймдев с разных сторон, это прям прямой и самый быстрый путь через ментора, который реально работает на реальных задачах. И уже не первый год, как, возможно, вы слышали в начале стрима. Вот, поэтому welcome, будем рады делиться знаниями. Да, спасибо. Всем еще раз Прекрасно. хорошего вечера, Спасибо хороших огромное. выходных.